Посылочка откуда-то, ну, в общем, оттуда, а внутри 3 конверта с надписью Silkland. Silk — это шелк, а контора Silkland специализируется на кабелях и адаптерах. И ожидаемо, что внутри лежит 3 провода в тряпочной рубашке, потому что компания называется «Шелковая страна». Ну, в общем, устраивайся поудобнее, тебя ждет обсер кабелей. Это, наверное, очень скучная тема, но я не впервые уже обосреваю кабели, поэтому посмотрим, как пойдет. Значит, здесь у нас DisplayPort кабель, тупись кабель и HDMI кабель. Дело в том, что я наконец-то заказал себе новый монитор, что нужно было сделать уже очень давно, но меня душила жаба. Наконец-то я жабу победил, будем надеяться, что он скоро приедет, и это говорит о том, что мне нужно, во-первых, сделать обзор на предыдущий монитор. Не потому что хочется, а потому что в комментах просили почему-то. На предпредыдущий монитор, который лучше, чем тот, который у меня сейчас. Я что-то обзор так и не сделал. Ну и, разумеется, нужно будет сделать обзор на тот монитор, который едет, особенно учитывая, что там свежая модель этого, ну или конца прошлого года. Ну и, соответственно, несмотря на то, что вместе с монитором, скорее всего, какие-то кабеля там в комплекте будут, захотелось купить чего-нибудь посимпатичнее. Мне очень нравятся кабеля в тряпочной вот этой рубашке. Появились они не вчера и не позавчера. Впервые, мне кажется, более-менее массовыми они стали на ихровых мышах в тот момент, когда вообще появилось такое понятие, как ихровая мышь. Ну, например, у самых первых ихровых мышей, типа Mad Cats, уже были вот эти вот кабеля в тряпочной оболочке. И даже у дешманских мышей, типа Afortech Бляди, тоже кабеля в этой самой тряпочной оболочке. На мой взгляд, они выглядят симпатичнее, их приятнее брать в руки. Ну, для мониторных кабелей это, наверное, не так важно, потому что ты его один раз подключил, где-то там спрятал так, чтобы не видно было, ну, по возможности, и забыл. Но если говорить об USB-кабелях, то их, как правило, то и дело туда-сюда дергают, поэтому хочется, чтобы ими было приятнее пользоваться. Что же касается этого самого пресловутого cable management, то есть укладки кабелей, на мой взгляд, провода вот в этой самой тряпочной рубашке несколько проще укладывать, чем обычные дефолтные в ПВХ-изоляции. Но, конечно, все зависит от массы факторов. Но это я уже забегаю вперед. Значит, что мне здесь сразу бросилось в глаза, это минималистичная упаковка. Ее здесь даже можно назвать экологичной, хотя лично мне как-то пофигу на эту самую экологичность, но тем не менее это здесь присутствует. То есть здесь вот эти вот конверты, кажется, что они бумажные, и наружный слой у них действительно какая-то бумага, может быть, с какой-то пленкой, но внутри они фольгированные и закрываются на вот этот вот зип-лок. И у меня что-то такой вайп от этих пакетиков случился. Дело в том, что в те далекие времена, когда в ходу были дискеты, то есть магнитные носители информации, которые размагничивались просто от того, что ты на них смотришь, их очень модно было хранить в фольгированных пакетах для того, чтобы как бы минимизировать влияние внешних магнитных излучений и хоть как-то хотя бы попытаться спасти их от размагничивания. Соответственно, минималистичная упаковка, то есть здесь вот минимум для того, чтобы кабель доехал к тебе целый и не грязный. Потому что не так давно я обосревал 5-метровый кабель для VR-гарнитуры, и он поставлялся, сука, в картонной коробке. Ну вот, ну хуя это нужно? И ты имей в виду, что кабель для VR-гарнитуры — это специфический такой товар, и, возможно, в какой-то момент в необозримом будущем тебе захочется его продать на каком-нибудь условном Авито. И как бы в этом случае нихуёво бы иметь полную упаковку для того, чтобы цену повыше поставить. То есть все эти ебучие упаковки от кабелей и от всего остального приходится, сука, где-то хранить бесконечное количество времени. И это еще хорошо, если она картонная. А бывают всякие там блистеры огромные и так далее. Ну да ладно, мы здесь не про упаковку. Значит, сами кабели, как я уже сказал, во-первых, вот в этой самой тряпочной оплетке очень приятный на ощупь, хорошо сделано, но, к сожалению, на одном из кабелей есть зацеп очка. И у меня такое ощущение, что ее здесь поставили в тот момент, когда кабеля сматывали на заводе, а они скреплены, ну, обычной вот этой стяжкой из такого куска проволоки в пластиковой вот этой вот оболочке. Значит, у всех на разъемчиках есть защитные колпачки, и у USB кабеля есть еще вот этот вот хлястик, который на липучке, что меня немножечко смущает, потому что эта самая липучка точно подцепляет вот эту вот самую рубашку на этом кабеле, которая из ткани.
В целом, по качеству исполнения у меня никаких претензий нет. Кабель выглядит и ощущается очень дорого, так сказать. То есть и разъемчики здесь дорого-богато выглядят, и вот эта вот оплетка, и все надписи красиво нанесены. Ну, в общем, придраться не к чему. Хорошо сделанный, качественный товар. Что касается длины кабелей. Значит, тот, который USB тупись на тупись, 1,5 метра примерно, а вот эти два, которые HDMI и DisplayPort, по 2 метра. Это достаточно большая длина. Нет, бывают и 3-метровые, и даже 5-метровые HDMI кабеля, но все-таки в основном встречается где-то метр, метр 20, 1,5 метра. Поскольку здесь у нас кабеля пассивные, длина имеет значение, потому что может начаться деградация сигнала, и некоторые видеорежимы просто не смогут работать. Но об этом чуть позже. Значит, начну рассказ с USB кабеля. Это тупись на тупись, 80 гигабит, и он способен передавать до 240 Вт мощности. Девайсов, которые жрут 240 Вт по USB, у меня нету. Но у меня есть другие девайсы, которые жрут 30 Вт, которые жрут 66 Вт, которые жрут 90 Вт и которые жрут 120 Вт. Значит, я этот кабель тестировал в течение нескольких дней на заводе, где я подключил его к своей док-станции, которая у меня там стоит. В нее воткнуты два монитора. К этой док-станции, соответственно, одним единственным USB-тупись кабелем, я подключаю свой рабочий ноутбук, и этот кабель используется для всего. То есть по нему передается изображение с ноутбука на два монитора, которые подключены к док-станции. Также идет общение с USB-устройствами, которые воткнуты в эту самую док-станцию, то есть ресиверами от мышки, клавиатуры, а также со встроенной USB сетевой картой, потому что в док-станцию еще воткнут Ethernet. И ноутбук от этой док-станции по этому самому одному единственному проводу заряжается. И в пике он потребляет 90 Вт. Соответственно, я несколько дней тестировал этот кабель на этом сетапе, и никаких проблем вообще не было. То есть ноутбук прекрасно заряжается, нет никаких внезапных миганий или пропадания изображения на мониторе, и все отлично. Скоростя я тоже проверил как смог, и, по крайней мере, по результатам моих тестирований, все устройства, которые я подключал сюда, а это USB 3.2 и USB 4.0, работали на максимальной скорости, какую они могут высрать. Соответственно, если тебе нужен качественный USB тупись-тупись кабель, причем сертифицированный USB кабель, и не только USB, но еще и Thunderbolt, в тряпочной рубашке с высокой скоростью и высокой передаваемой мощностью, насколько я знаю, 240 Вт, это максимальная на текущий момент доступная мощность по USB-туписю, могу рекомендовать вот этот кабель от Silkland. Переходим к HDMI кабелю. Здесь официально сертифицированный HDMI кабель, 48 гигабит в секунду. Это значит, что он может передавать непожатый сигнал 8К при 60 Гц, либо 4К при 120 Гц. Проверить я смог только половину от заявленных характеристик, по той простой причине, что у меня нету такого дисплея. Максимум, к чему у меня есть доступ, это экран 4К 60 Гц. И опять-таки никаких проблем не возникло, несмотря на длину кабеля в 2 метра. То есть я посидел несколько часов, подключив этот дисплей, еще раз, 4К 60 Гц, к источнику сигнала, и никаких проблем не возникло. Но учитывая, что 4К при 60 Гц сможет передать, наверное, практически любой HDMI кабель, который выпущен за последние 10 лет, для этого конкретного use case подойдет любой кабель. Поэтому здесь речь больше об эстетике и приятности использования. И если тебе нужен симпатичный HDMI кабель, хорошо сделанный, то опять-таки могу рекомендовать вот этот, несмотря на то, что подойдет абсолютно любой. И наибольший интерес представляет вот этот вот DisplayPort кабель. 2 метра DP80. Опять-таки он официально сертифицирован, и на сайте DisplayPort есть много товаров от Silkland, в том числе вот этот вот кабель. Что же касается скоростей, то, наверное, самый крутой монитор, какой на момент выхода этого видео, ну, с натяжкой можно пойти и купить, это монитор Samsung Odyssey 8K 240 Гц. Этот монитор
работает с этим дисплей-кабелем в полном разрешении 8К и при полной герцовке, то есть 240 Гц. Но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что 8К при 240 Гц и 10-битном цвете — это примерно, где-то 126 гигабит поток. А здесь у нас даже на кабеле наклейка висит DP80, и, собственно говоря, именно на эту скорость данный кабель сертифицирован. Соответственно, несмотря на то, что монитор 8К заработает с этим кабелем при рефреше в 240 Гц, сигнал будет пожат. С помощью самых разных ухищрений, в том числе понижения битности и так далее. И в итоге на 8К 240 Гц будет тратиться где-то примерно 56 гигабит в секунду, что даже меньше, чем обещанные вот эти вот DP80. Соответственно, если вдруг у тебя 57-дюймовый монитор от Samsung с разрешением 8К и рефрешем 240 Гц, и тебе нужен к нему длинный кабель, то вот этот кабель подойдет, но сигнал, который он передает, будет с компрессией. То есть будет использоваться DSC. То есть кабель заработает, но передаваемое изображение будет пожатым. Отразится ли это на качестве изображения или не отразится, это другой вопрос, но тем не менее непожатый сигнал этот кабель передать не может. Соответственно, вот такие вот кабеля. Мне очень понравился внешний вид и качество исполнения. У них очень хорошая и удобная длина, особенно если нужно подключать мониторы большой диагонали, и длины кабеля должно хватить. И мне данные кабели понравились. Соответственно, если они и тебе понравились, то ссылочка на приобретение, как обычно, в описании. Я бог Ютуба! Лайк, подписку, бубенцы!